Эта система на данный момент встречается практически на многих компьютерах ваших друзей и знакомых. По крайней мере, у меня так на момент выхода этого видео происходит. Куда ни взгляну, везде вижу или Windows 10, или Windows 11. В школе, в которой я учился, компьютеры работают на Windows 10. Киоск в одной из аптек города, в котором я живу, тоже работает на десятке, причем сразу напрямую. Насчет банкоматов не знаю, так как я чаще видел или Windows 7 Embedded, или вообще Windows XP, но мы не об этом. Данная ОС не только принесла с собой огромный вагон новых возможностей, но и наконец-то вернула назад ту самую популярную функцию, о которой просило огромное количество пользователей после увиденного кошмара в Windows 8. Хотя что тут такого? Так-то плитки тоже были вполне себе прикольные. Но, кажется, в Microsoft из-за такого давления поняли, что не получилось, не фартануло, и нужно было что-то делать. Кроме возвращения самой популярной функции, произошла новая попытка создания единой экосистемы между планшетом, телефоном и компьютером. И пусть этот путь был коротким, но он был ярким и, самое главное, публичным. Да, как уже многие могли догадаться, сегодняшнее видео будет целиком посвящено истории становления Windows 10, системы, которая используется более чем на миллиарде устройств по всему миру в интернете. Также мы увидим становление программы Windows Insider Preview, выпуск Windows Technical Preview и множество бета-сборок из этой эпохи. Узнаем извечный ответ на вопрос, почему Windows 10, а не 9, и под конец выясним, какой была рекламная кампания и первые отзывы. Напоминаю, что это первая часть из видеоцикла Windows 10, дальше круче. А чтобы не тянуть со вступлением, давайте уже сразу перейдем к разбору вопроса. Что было с Windows 8.1 и почему Microsoft пришла к идее создания Windows 10? Windows 8.1, как вы уже знаете из прошлых видео, является продолжением линейки Windows 8X и была своего рода попыткой исправить ситуацию с негативным восприятием Windows 8 как бренда. Несмотря на возвращение кнопки пуска на панель задач в Windows 8.1, само меню не вернулось. При нажатии на эту кнопку все равно показывалось то самое плиточное меню. Microsoft все обещала и обещала вернуть меню пуск в полноценном формате в новых обновлениях Windows 8.1. Но шло время, выходили обновления под Windows 8.1, апдейт 1, апдейт 2, а нового пуска так и не случилось. Но в апдейт 3 произошло чудо. Среди изменений как раз было указано возвращение полноценного меню пуск. И вроде бы вот оно, наконец-то спустя долгое время. Одумались. Однако в последний момент апдейт 3 был отменен, а само меню так-то релизнули, но сугубо в ARM-версии Windows 8.1, Windows 8.1 RT. И то из-под тишка и без всяческого шума в сентябре 2015 года. Даже Windows 8.1 толком не спасла положение и никак не смогла увеличить долю пользователей Windows 8. Как бы это забавно ни звучало, но у большинства пользователей само число 8 возле слова Windows уже заставляло немного сторониться, похлеще Висты. Более подробно о линейке Windows 8 можно узнать из этих двух видео. В конечном итоге Microsoft решила бросить линейку Windows 8, которая была нацелена на распространение Windows для большего числа устройств. Итогом стало Windows 10, где они полностью решили переработать концепцию кроссплатформенности системы, вернули полюбившийся всем меню пуск, доработали дизайн системы для сенсорного экрана и многое другое, но обо всем по порядку. Однако какой идеей придерживалась компания при разработке новой версии системы? И самое главное, в чем был смысл? В 2011 году на конференции для партнеров Microsoft Эндрю Лис заявил, что компания намерена иметь единую программную экосистему для ПК, для телефонов и планшетов. В декабре 2013 года появляется слух, что Microsoft уже работает над новой версией Windows под кодовым именем Threshold, или же по-русски «Порог», в честь планеты из франшизы игр Halo. Целью и идеей Windows 10 заключалась в создании единой унифицированной платформы, которая будет работать не только на компьютерах и ноутбуках, но и на планшетах, на смартфонах, на Xbox и прочих универсальных устройствах. Кроме этого, должна быть создана единая платформа разработки приложений, которая позволяет запускать приложения на всех вышеуказанных устройствах с Windows 10 на борту. В апреле 2014 года на конференции Build была представлена какая-то сборка Windows 8.1, в которой появился новый меню пуск, а модерн приложения показывались в окошке, а не на весь экран.
Также на данной конференции была представлена новая концепция универсальных приложений для Windows, которая предлагала сохранять кодовую базу, несмотря на объект запуска. Позже эта сборка была слита в сеть под номером 9834, а именно это произошло 11 сентября 2014 года. Позже мы разберемся, что это за мутант, и, само собой, рассмотрим ее поподробнее. Сначала мы пойдем в эпоху, когда Windows 10 еще не называлась как Windows 10, уж извините за тавтологию. Перед нами Windows 8.1 Build 9780. Данная сборка была скомпилирована 22 июня 2014 года, меньше чем через год после выхода релизной версии Windows 8.1. С виду кажется, что тут нет каких-либо изменений. И отчасти это так. Видимых изменений, кроме измененной анимации окон, долгожданного возвращения меню пуск, пусть это и с багами, но работает, и измененного фона рабочего стола здесь нет. А вот скрытых вполне себе достаточно. Как нам всем известно, скрытые функции являются нормой для бета-сборок Windows и не включаются простыми путями, как обычный функционал, через приложение настройки. Начнем с кнопки поиска на панели задач. Активируется она default параметром Enable Proactive со значением 1 в пути, который вы прямо сейчас видите на своих экранах. После добавления параметра необходимо перезагрузить explore.exe. Только вот есть один минус. Кнопка появилась, но при нажатии на нее ничего не происходит. И есть вероятность, что это просто заглушка, placeholder для будущих нововведений. Ну, ничего страшного, всякое бывает. Windows 8 в большинстве своем запускала Modern приложение только на весь экран, а с Windows 8.1 Modern программы начали отображаться в панели задач, и к ним была добавлена кнопка сворачивания. А здесь же появилась нативная возможность запуска Modern приложений в окне, словно запускается обычная программа. Делается это также через реестр с добавлением default параметра Modern Desktop Apps со значением 1 по вот этому пути. Данная сборка имеет несколько багов. Безопасный режим здесь не работает, просто показывается черный экран и преодолеть его никак не получается. При изменении фона рабочего стола со включенной настройкой автоизменения цвета окна, превью в панели задач остается с цветом окна от прошлого фона. Этот баг сохранится почти до самых последних бета-сборок системы. Следующая сборка будет 9807, выпущенная 3 августа 2014 года. Но, увы, билд 9807 был выложен только на китайском языке, но это никак не мешает посмотреть на ее нововведение. Одно из самых ключевых там нововведений является изменение версии ядра. Теперь это не NT 6.3, а NT 6.4. Где-то она именует себя как Windows 8.2, а где-то как Windows Pre-Technical Preview. Также в этой сборке появился центр уведомлений, который пока ничего толком не умеет, рамка у окон стала намного тоньше, дебютировал переделанный дизайн экрана Alt-Tab и функции виртуальных рабочих столов, вызываемые из панели задач или комбинации Win-Tab. И кажется, подобное уже в Windows когда-то было, и тоже в бете, кстати. Ничего вам не напоминает? И Windows Build 9834, та самая сборка, которая была показана народу на конференции Build 2014. В этой сборке уже был более-менее рабочий поиск, который не требовал от пользователя включения через реестр. При вводе запроса открывается приложение поиск, которое по сути является веб-приложением Bing. Также в системе появилась иконка центра уведомлений. А самая главная особенность этой сборки заключается в том, что она была показана на публичной конференции. 30 сентября 2014 года для всех желающих вышла сборка 9841, и именно тогда был дан старт программе Windows Insider, а 1 октября того же года разработка Windows 10 официально доросла до этапа Technical Preview. Суть Windows Insider заключается в добровольном тестировании предварительных или еще разрабатываемых версий продуктов Microsoft. Windows Insider спокойно дожил и до наших дней, а принять участие в тестировании может все так же любой желающий. Идем дальше. Windows Technical Preview Build 9845. Данная сборка увидела свет 22 сентября 2014 года, и по сравнению с 9841 здесь нас ожидает много чего интересного. Можно начать с нового экрана входа, а точнее с его прототипа. По умолчанию оно скрыто и доступно для активации только через реестр вот таким параметром со значением 1 по такому пути.
Изменения применяются сразу же, без перезапуска системы. Сам экран входа выглядит вот так. Уже не Windows 8, но еще и не Windows 10. Дизайн нового экрана входа пока выглядит как-то неряшливо, согласитесь. Экран блокировки здесь содержит только показ даты и времени на синем фоне, написанное шрифтом Comic Sans. Если ввести какой-либо пароль к пользователю, где он не установлен, то можно поймать интересный баг, который не дает пользоваться системой, а единственным вариантом решения проблемы становится только перезагрузка. Сама система оказалась не готовой к современному и молодежному безрамочному дизайну. Тайлинг работает не совсем корректно, оставляя некоторое расстояние от окон. В пуске появились приложения как ZPC Settings и Z-Spartan. Первое содержит в себе такие же настройки с парой дополнений и внезапно кучей шуток. А Z-Spartan просто не запускается, хотя мне кажется, что это обычная заготовка для будущего браузера под названием как замена устаревшему Internet Explorer. Забавный факт, в следующей сборке Z-Spartan исчезнет и вернется назад он очень нескоро. Багов тут немало, да и сама сборка не очень стабильна. Больше по 98.45 сказать нечего. Настало время Windows 9 9860, скомпилированной 8 октября 2014 и ставшая доступной для инсайдеров через 13 дней. Стоп, Windows 9? Да, Windows 9, но об этом попозже. Первая проблема, с которой мы столкнулись при тесте, это невозможность начала установки Windows через Hyper-V. При выборе UEFI загрузки диск не определяется, а при выборе Legacy система пуляет в тебя синий экран с ошибкой файла winload.exe. Пришлось использовать VMware. Установка происходит при любой дате, однако при загрузке системы срабатывает таймбомба в виде фейкового синего экрана смерти с тем же winload.exe. Среди изменений имеется переработанный центр уведомлений. Он, как минимум, работает, но только значок. При появлении новых уведомлений иконка меняется, а полный список пока остается пустым. Снято ограничение на минимальное разрешение экрана при запуске Modern приложений. Оно было 1024 на 768. Обновились анимации открытия-закрытия окон и появилась нативная поддержка видеоформата МКВ и видеокодека H265. Также здесь снова переписали меню пуск. Включается через реестр параметром User Experience со значением 1 по этому пути. После применения этого параметра в реестре до перезапуска проводника никаких изменений не происходит. Однако после повторного запуска проводника он начинает циклично перезагружаться. Ваш этот новый меню пуск, увы, не работает. А если добавить параметр Modern Desktop Apps со значением 0, то мы получаем баг. У нас отключаются все Modern UI программы в системе, даже параметры не запускаются, выдают просто пустое окно. Скрытых программ это тоже касается. Верно, вы не ослышались, здесь присутствуют и скрытые приложения. Например, тот самый новый экран блокировки, он как раз и является приложением. Cloud Experience Host, который просто выплевывает ошибку, и команда Start Menu Test, которая тоже дает ошибку. Осмелюсь предположить, что это как раз заготовка для нового меню пуск. Может быть. Ах да, мы же назвали эту сборку как Windows 9. Но почему? Рассказываю интересный факт. Если открыть вот этот файл по этому пути, то там можно заметить вот такой текст, который отсылает на тогда еще предварительное название новой версии системы. Windows 9. Windows Technical Preview Build 9879, который был скомпилирован 3 ноября 2014 года, уже содержит рабочий переписанный меню пуск с DirectUI и Noxaml. Выглядит простенько, уже отдаленно начинает напоминать итоговый вариант, но на данный момент очень нестабилен. Те же плитки справа, показ недавних приложений, пункты недавно добавленные и тому подобное. Новая первоначальная настройка, новый экран завершения работы. Экран блокировки теперь выглядит невесело, отказались от Comic Sans, а в Internet Explorer появилась кнопка отправки отзыва. Также есть баги в виде вылетов самого Logan UI во время переключения пользователей, а в меню безопасности Ctrl-Alt-Delete не работает пункт «Сменить пользователя». После синхронизации времени Windows начинает сыпать ошибками об отсутствии файла licensingui.exe, тот самый, который за напоминание об активации отвечает.
И фиг что докажете, что винда не активирована, ведь ватермарки и окошек с активацией нету. Теперь настает момент, когда новый Windows начинает все больше дизайнерски походить на окончательный релиз. Windows Technical Preview Build 9913. Данная сборка скомпилирована 17 декабря 2014 года, а 29 января 2015 была слита в сеть. Среди изменений по сравнению с 9879 присутствует: перерисованные иконки в imageRes.dll, результат можно заметить в проводнике. Приложение параметры компьютера были переименованы в параметры и претерпели рембрендинг. Изменился дизайн окон, текст теперь показывается слева, а кнопки стали минималистичными, и изменилась строка поиска. Снова перелопатили центр уведомлений. Новые фоны рабочего стола и экрана блокировки. Наконец-то нашли решение к исправлению долгоиграющего бага с изменением цвета окон и панели задач. Исчезла Win32 версия калькулятора. Появился режим планшета, адаптирующий дизайн системы для планшетов, только тайлинговые окна и тому подобное. Значительно улучшился новый меню пуск. Появились категории, портировали живые плитки из Windows 8 и реализовали возможность показа пуска во весь экран. Появились некоторые приложения из Windows Phone и бета-версия Windows Store. А сейчас настало время для одного из самых важных вопросов. Почему Windows 10 называется именно так, а не как Windows 9? Нет, это никак не связано с известным народным названием алкогольного хмельного напитка. В интернете до сих пор ходит огромное количество различных мнений и всяческих домыслов. Но в самое популярное выбилось только две теории. Первая заключается в том, что Microsoft назвала систему Windows 10 из-за того, что в эпоху Windows 9X систем некоторые сторонние разработчики решили проверять только наличие числа 9 после слова Windows без какого-либо точного соответствия. Это звучит просто очень смешно и в некоторой степени как-то неправдоподобно. А вторая звучит более интересно. Название Windows 10 призвано сознательно показать пользователям дистанцию между провальным продуктом и большим следующим шагом в истории компании. Но какая из них является правдой? Неизвестно. Скорее всего, мы об этом никогда не узнаем. Или узнаем, если кто-то из разработчиков Windows 10 самостоятельно об этом расскажет. Лет так через 5. А как вы считаете, почему новая OS от Microsoft получила именно такое название? Давайте поразмышляем в комментариях, буду рад прочитать. И не забывайте подписываться на канал, ваша поддержка будет очень важна. Подушнили, комнату проветрили, теперь можно идти дальше. На очереди у нас сборка 9918. Windows 10 Build 9918 запускается только на реальном железе Legacy BIOS и на виртуалках с Wi-Fi. От сборки 9913, которую мы разбирали ранее, практически нет никаких изменений, за исключением нового брендинга в некоторых местах и нового бага. Но считайте, что это действительно стоящая новой версии системы новинка. А мы идем дальше. Теперь рассмотрим Windows 10 Build 9926, вышедший в январе 2015. Здесь тоже есть на что поглазеть. Переделали интерфейс часов в трее. Включить его можно с помощью реестра по этому пути, создав параметр Use Win32 Tray Clock Experience. Обновили дизайн экрана блокировки, теперь он больше походит на релизный вариант. Включается он также через реестр. Создаем вот такой параметр со значением 1 по этому пути. Серьезно обновили такие приложения, как фотографии, параметры, диктофон и будильник. Область для поиска на панели задач теперь идеально вписывается в интерфейс, а не висит вбитым бруском, как раньше. В этом же месяце стало известно окончательное и подлинное название новой версии системы – Windows 10. Перенесемся в начало февраля 2015 года. Здесь у нас выходит сборка Windows 10 Build 10009. Изменений там не очень много, выделю самое главное. Вернулся Project Spartan, предшественник Edge, но уже в рабочем состоянии. Перерисовали иконку корзины, такое чувство, что она нарисована в Paint. Как-то слишком плоско. 1 марта 2015 года выходит сборка Windows 10 Build 10031. Во время установки этой сборки мы встречаем ошибку о неудаче при установке пакета. Она никак не критичная, окончательные настройки системы вреда не несет. Из нововведений здесь присутствуют мелочные изменения в первоначальной настройке, мелочные изменения в панели задач, подправлена кнопка «Пуск»,
Кнопка «Свернуть все окна» стала более заметной, добавлена возможность включения прозрачности. Project Spartan был исключен из стандартной поставки до окончания финального внутреннего тестирования. Центр уведомлений теперь показывает оповещения, исходящие от приложения Win32. Согласитесь, система уже выглядит более приятной, чем в ранних этапах разработки. Но это еще не конец. Перед тем, как мы пойдем по финишной прямой разработки Windows 10, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Мы будем рады этой поддержке. Также напоминаем вам, что сейчас можно взять перерыв и сделать что-нибудь перекусить. Как бы это смешно ни звучало, но мы стараемся заботиться о своих зрителях и даем возможность кое-как переварить показанную уже информацию. И предлагаем оставить комментарий со своим мнением. Продолжаем, но уже будем более краткими в объяснениях. 11 апреля 2015 года выпускается Windows 10 Build 10056. Перерисованная иконка корзины, которая станет окончательным вариантом. Центр уведомлений использует такую же цветовую схему, что и панель задач. Новый интерфейс показа даты и времени, он включен уже по умолчанию. Вернулись приложения MSN и появился Microsoft Solitaire Collection. Отредактирован дизайн меню пуск. Представление задач теперь имеет новую иконку. Также это последняя сборка, которая включает в себя приложение Центр справки и поддержки. В будущем все ее вызовы будут перенаправляться на браузер с открытым веб-сайтом технической поддержки продуктов Microsoft. И, наконец, подлатали режим планшета. Через почти 3 недели, а именно 29 апреля 2015, выходит сборка Windows 10 Build 10074. Сборки начинают выходить все чаще и богаче на изменения. Дедлайн, кажется, уже стучится в двери. Самое заметное — это новые системные звуки, которые в релиз, увы, не попали. Вы только послушайте. Закрытие приложения в режиме планшета теперь вызывает меню пуск. Прямо ссылка на Windows 8. Во второй раз вернулся Spartan, обновили дизайн иконки подключения в трее и многие контекстные меню. Cortana и пуск стали более умными и тесными в плане интеграции. Windows 10 Build 10102 снова содержит ту же звуковую схему и фичи, что и в сборке 10074. Связано это все с тем, что сборка 10102 была скомпилирована на неделю раньше своей старшей сестры. Ведь именно этот билд уже является последним, который имел приписку Technical Preview. Предыдущий назывался как Insider Preview. Windows 10 Build 10138 по сравнению с 10102 содержит окончательную расцветку первоначальной настройки, окончательные варианты большинства новых иконок, новый фон рабочего стола, а Project Spartan официально стал называться как Microsoft Edge, плюс туда еще добавили темную тему. Сейчас мы приближаемся к публичному релизу. Давайте рассмотрим одну из последних тестовых сборок. 30 июня 2015 года для инсайдеров выходит Build 10159. То, что сразу бросается в глаза, это окончательно новый экран входа в систему. Именно в таком виде он и пойдет в публичный релиз. Дебютировали новые обои рабочего стола и экраны блокировки, тоже окончательные. Интересный факт. Основные обои рабочего стола Windows 10 являются реальной фотографией, сделанной студией под предводительством известного фотографа и графического дизайнера Брэдли Мунковица по заказу Microsoft. Сообщается об исправлении более 300 серьезных ошибок, отправленные пользователями в баг-трекере. И стабильность действительно очень сильно отличается, если сравнивать с прошлыми, так скажем, закадровыми сборками. Microsoft Store получил свой значок без синего фона, фотографии теперь поддерживают формат GIF, а Windows Media Center больше не поставляется с системой даже в редакции Pro with Media Center, так как Microsoft заявила о полном прекращении поддержки данной программы. Все уже почти готово к релизу, старые приложения удалены, поставленные цели и задачи выполнены, в системе было исправлено множество багов и различных недоработок. Как итог, 9 июля 2015 года компилируется RTM сборка Windows 10, Build 10240. Инсайдеры получат ее 15 июля 2015 года, а обычным пользователям и, конечно, к розничной продаже станет доступна через 2 недели. И становится понятно, что День X настанет уже совсем скоро. На этом разработка первой версии Windows 10, а именно Windows 10 15.07, подходит к концу.
Настал день X, 29 июля 2015 года. После первого релиза новой системы сразу же вступает в силу огромная рекламная кампания, дабы продвинуть новый продукт среди пользователей. Было использовано множество способов продвижения: социальные сети, реклама по ТВ, баннеры. Но Microsoft также пошла и на один не очень чистый способ продвижения, однако мы это затронем чуть позже. Вернемся к релизной версии Windows 10, так как эта сборка уже никакая не бета, не альфа, не technical preview или что-либо еще, мы будем в плане сравнения опираться на Windows 8.1. Это что-то типа резюме. Из главных нововведений по сравнению с Windows 8.1 стоит выделить новый меню-пуск. То, чего так не хватало пользователям Windows 8. По дизайну он выглядит как некоторый симбиоз Windows 7, Windows 8 и Windows Phone. Закрепление плиток справа, система папок, список недавно установленных программ. Сначала забери, а потом верни, чтобы все были рады. Штатный браузер Edge, он должен был заменить Internet Explorer, который, кстати, в системе так-то остался. Его удалят только почти через 7 лет после выпуска первой Windows 10, и то не до конца. Обновилась система Modern UI приложений. Они теперь называются как UVP. Запускаются не на весь экран, более широко взаимодействуют с системой, да и разработчикам кое-как попытались облегчить жизнь. Такие приложения теперь работают как на настольной версии Windows, так и на ARM-издании Windows или Windows 10 Mobile. Виртуальные рабочие столы. Что удивительно, данную функцию хотели добавить еще в Longhorn, но что-то не срослось, и это появилось только в десятке. Напоминает случай с кнопкой «Свернуть все окна», которую пытались нести в более старых версиях Windows неоднократно, но до релиза почему-то не доживала. Новый стандартный магазин Windows Hello, центр уведомлений. Microsoft в этот день также выпускает новую версию DirectX 12, доступную только для Windows 10. А что там с RTM сборкой Windows 10? Абсолютно никаких отличий от 10159, однако любители нашли в ней огромное количество остатков от своей предшественницы. Старый полурабочий пуск из Windows 8.1 и Windows 8.1 RT Update 3, панель поиска и выбора сетей из Windows 8.1, экран блокировки оттуда же. По состоянию на декабрь 2023 года в Windows 10 15.07 до сих пор функционирует система аккаунтов Microsoft, синхронизация, центр обновления и MSN-сервисы. Однако стандартный магазин уже давным-давно не работает. В целом, можно подумать, что первый релиз Windows 10 похож на попытку скрещения некоторых интерфейсов из Windows Phone и Windows 7. Но на самом деле, вы правильно думаете. Итак, историю разработки новой ОС мы выяснили. Давайте поговорим о критике, которую получила Windows 10 со стороны пользователей в первые месяцы после публичного выпуска. В основном эту систему критиковали за телеметрию и столь частое навязывание системы потребителю, что породило огромное количество мемов. У пользователей сложилось ложное мнение о том, что телеметрия – сбор их приватных личных данных, но на самом деле Microsoft не занималась подобным. Однако Дмитрий Бочило показывал в некотором смысле обратное. Он смог извлечь отправляемые данные, среди которых был полноценный скриншот первых 2 минут работы системы, зашифрованный в bin-файл. Телеметрия была разработана и встроена в Windows 10 с целью отправки отчетов об ошибках, а требовалось ее сделать из-за того, что Microsoft сократила штат своих тестировщиков и передала эту задачу пользователям. Вспомните Windows XP, которая тоже содержала функционал отправки отчета при вылете программы. Пользовался ли ей кто-то или нет? Вопрос риторический. Кстати, телеметрию можно было кое-как отключить, а сообщество настолько раздуло эту проблему и чуть ли предписывало Microsoft встраивание keylogger в свою систему. Microsoft давала огромные надежды на Windows 10, и чтобы себе их не портить, навязывала систему всем юзерам, начиная от Windows 7. Как, например, здесь, и даже так. Включил компьютер и получил подарок. Microsoft просто встраивали установщик десятки Windows Update, запихивали программу «Получить Windows 10» и, очевидно, такое сильно бесило пользователей. Но терпели ли они? Не все. Например, жительница Калифорнии отсудила у Microsoft $10 000 после того, как ее компьютер автоматически обновился до Windows 10. А в суд Чикаго против Microsoft 3 жителя подали иск из-за проблем с обновлением до Windows 10. Конечно, с Windows 10 в целом было множество инцидентов, и на этом моменте уже хочу дать слово именно вам. Расскажите, чем вам нравится, не нравится Windows 10?
Какие плюсы, минусы вы встречали при работе с этой ОС? Что конкретно вы бы хотели там улучшить? Напишите в комментариях, очень интересно почитать все-таки. А перед тем, как завершить первую часть истории Windows 10, мне хотелось немного поговорить о том, каким был этот год на канале вообще. Также хочу сказать спасибо всем людям, которые никак не остались в стороне и откликнулись на мою просьбу помощи. За этот год на канал подписалось более 27 тысяч человек. Для меня это число очень огромное. 27 тысяч неравнодушных людей, которым интересны мои видео и все, что я делаю в публичном поле. Мне очень приятно такое осознавать. Я безумно рад такому исходу, и это все благодаря вам. Я действительно люблю своих подписчиков, и все новые достижения на канале — это не только моя заслуга, но и ваша. Очень надеюсь, что в следующем году контент станет еще круче. Пусть, конечно, мне из-за всего процесса производства уже становится немного сложновато. И я не жалуюсь, не подумайте такого. Я просто никогда не думал, что смогу до такого дойти. Но опять же, дальше, круче. И я верю в это. Подписывайтесь на канал, давайте вместе достигнем 100 тысяч подписчиков. Ведь вместе интереснее. Рассказывайте о канале своим друзьям и знакомым. Делитесь моими видео где угодно, это ведь не сложно. Спасибо донатерам, которые поддерживают канал и помогают ему развиваться. Людям, присылающим мне посылки, ваш вклад тоже очень ценен. А в Новый год я хочу пожелать всем не только здоровья или моральных сил, но и материализации всех загаданных желаний. Наверное, самое время позвонить самому дорогому человеку и поговорить с ним, если он не рядом с вами. А людям, которые просто смотрят это видео, не в новогоднее время, хочу просто передать привет. Да, как я уже сказал ранее, это была первая часть из цикла «История Windows 10». А какие-либо предложения по новой части или же замечания я принимаю все так же в комментариях. Не прощаемся и увидимся в новой части.